Если говорить про ученый совет и про сегодняшнюю повестку, то для меня событие сегодняшней сессии, сегодняшнего дня, это то, что вчера была подана циркуляция охлажденного гелия в кольцо западное полукольцо коллайдера. И фактически сегодня с утра коллайдер, половинка, начала охлаждаться. И это исторический момент в жизни не только НИК, не только лаборатории, но и всего института. Сейчас идет охлаждение и настройка системы охлаждения. Мы проводим контроль герметичности, потому что большое количество сборочных работ было проведено, и все эти работы, они связаны со стыковкой некоторых элементов, которые должны быть собраны достаточно герметично. Это нормальный этап на пути монтажа кольца из запуска. Да. Сейчас вот проводятся работы, ближайшие неделю-две эти работы будут связаны именно с доведением системы до рабочих параметров. Главное событие, которого мы все ждем, это столкновение пучков в коллайдере и, наконец, постепенный выход на физический эксперимент. Сегодня было на эту тему много вопросов. Что будет экспериментом первого дня, когда зациркулируют пучки, когда столкнутся, как будете мерить и так далее. Вот. Я понимаю, что это в воздухе звенит просто. И это наша главная задача – сделать это в этом году. И вот Анна-Мария Чета предложила подготовить к следующему заседанию аналитику, чего институт смог добиться за прошедшие 3 года именно в плане международного сотрудничества, привлечения новых стран-партнеров, визитеров. Yeah, first of all, I would like to thank GINAR family for giving Egypt the opportunity to be a full member in GINAR. Yeah, in fact, GINAR is an excellent example for international research facilities for the surface of humanities. In Egypt, we are still in the taking off phase of building national capacities in the field of nuclear research. And in this area, specifically, the Egyptian Nuclear Agency has contributing in full capacities in this project, and also we dispatch many Egyptian young scholars and graduate students to GINAR to build the capacity in this field. Студенческие практики, вообще количество студентов у нас этим летом аппликировалось на 60 мест. На практику летнюю аппликировалось почти 400 заявлений. Представляете, какая конкуренция и какой интерес к тому, чтобы работать в институте. Мне очень хочется, чтобы юбилейный год следующий прошел под знаком того, что институт не просто преображается, а преобразился. Преобразился довольно серьезно за последние несколько лет. Сейчас каждый заинтересован, каждая лаборатория, каждый из нас, каждый сотрудник заинтересован в общем, обновиться просто максимально, перезагрузиться, обновиться, как-то какое-то новое качество тем или иным исследованиям придать, установки, чтобы заработали. Поэтому мне кажется, что это такой действительно хороший повод и хороший в жизни института момент.